Водолеи, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш Таро-прогноз на декабрь 2022 года. Помогут мне сегодня в прогнозе Таро Аркания, а также и Норман Золотой Нити. Расслабьтесь, настройтесь на расклад для того, чтобы услышать ту информацию, которую вам подготовили арканы. Безусловно, абсолютно полностью идентично для каждого из вас это проиграться не может, потому что знак зодиака у вас один, асценденты у всех разные, поэтому по возможности смотрите и по Солнцу, и по асценденту. Сопоставляйте, сравнивайте и делайте выводы. Какой из знаков зодиака у вас больше отзывается? Итак, общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Секунду, поправлю арканы, чтобы было хорошо видно. Итак, приступим. Общая энергия месяца. У вас ложится рыцарь пепла, он же рыцарь огня, он же рыцарь жезлов. Карта активности, активных действий. Карта, которая указывает на, знаете, какую-то вовлеченность во что-то. Карта переезда, карта у кого-то новых начинаний. Опять же, поездки, много социального общения. Просто, знаете, много активности. Посмотрим, в какой именно нише, с чем это будет связано. Но у вас, смотрите, здесь падает шестерка дождя. Итак, для кого-то поездка к родственникам, возврат на родину, либо в те места, где вы жили раньше. Приезд родственников может быть. Помимо всего прочего, может быть возврат к той деятельности, чем вы занимались ранее. Но это вам принесет очень приятные эмоции, воспоминания, воодушевление и, знаете, своего рода как возрождение. Потому что капли дождя, которые падают на землю, вот так они вас будут напитывать вас радостью, эмоциями, позитивными какими-то переживаниями. То есть идет воодушевление, воспоминания. То есть встретиться, может быть, с друзьями бывшими, с коллегами, одноклассниками, то есть с теми, кого вы очень давно не видели. То есть это очень приятные встречи будут. Если смотреть вопросы работы, карьеры, у вас здесь ложится старший аркан сила. Карта, которая говорит о новых возможностях. Кто-то зайдет на пьедестал, продвинется, получит повышение по карьерной лестнице. Ну а для кого-то это отыграется, как собраться с силами, приложить максимум сил, усилий для получения работы. Либо для того, чтобы удержаться на работе, либо справиться с объемом работы. То есть для каждого из вас будет здесь справедлива своя трактовка. Проанализируем текущую ситуацию для тех, кто у нас не работает вовсе. По девятке пепла ситуация останется неизменной. И тут нужно будет приложить максимум усилий, чтобы удержаться на плаву. Это вопросы экономии, это вопросы реструктуризации ваших расходов, сопоставить с доходами, стараться закрыть какие-то долги, обязательства, кредиты. Но и здесь еще, знаете, превозмогая сложную ситуацию, акцентировать себя на то, что вы можете в себе раскрыть, какой дар, какие таланты, какой потенциал, чтобы это монетизировать и на этом зарабатывать. Мне даже часто, знаете, пишут пенсионеры по принципу, что за блажь, мне там 64 года, я пенсионер, какие дары, какие таланты. Вот я вам клянусь, серьезно, я не помню, то ли у Гавриловны, то ли там у Мефодиевны, я не помню, как называется канал, я на него попала чисто случайно на ютубе. И там женщина уже в возрасте, я думаю, ей под 70, она белорусская. И она, по принципу девочки, всем привет, сегодня консервируем огурочки. Что вы понимали, у нее под каждым видео по 2 миллиона просмотров. На канале, по-моему, там то ли миллион, то ли 1,5 миллиона подписчиков. И я понимаю просто, какой доход получает эта пенсионерка, потому что все, у кого на ютубе есть канал, понимают, какую монетизацию получает тот либо иной канал, какие доходы. И я могу сказать, что эта вся бабушка чувствует намного лучше, чем многие бизнесмены. Поэтому никогда не говорите никогда не опускайте руки, никогда не закрывайтесь и не пытайтесь, видите, безысходность. Кто ищет, навсегда найдет возможности. Кто не ищет, всегда останется с проблемами. Это я вам просто привела как один из примеров, что даже те, кто там, не дай бог, являются инвалидами, просто лицами с какими-то там ограниченными возможностями, у вас там 3 детей, там свекры, свекрови и так далее,
Сейчас в эпоху интернета вы можете найти себе заработок через интернет. Главное постараться поискать свою нишу. Это вам в качестве примера. Для тех, кто у нас является наемным сотрудником. Дурак. Рыцарь жезлов, дурак. Однозначно трудоустройство. Ваша активность даст свои плоды, даст свои результаты. То есть ваша непосредственность, легкость на подъем, ваша какая-то, знаете, это нельзя назвать детскостью. Открытость, добрость, душевность, она сыграет свое дело. То есть вы получите подход к работодателю и, как следствие, получите желаемую работу. Если вы у нас наемный сотрудник, то сила и король пепла – это справиться с грузом тех обязанностей, той должностной инструкции, которая на вас возложена. Работы будет много, а также это перспективы повышения. То есть такова ситуация здесь есть. И если у вас свой собственный бизнес, то сила и сообщение дождя, либо паш воды, паш чаш, указывают на ситуацию эмоциональной вовлеченности. То есть вы можете, повторюсь, эмоции захлестнут вас, обратиться в какое-то дело, которым занимались ранее, пригласить непосредственно лиц, с которыми вы раньше сотрудничали, взаимодействие, и начать с ними работать по-новому. Если смотреть вопросы финансов, у вас здесь ложится шестерка воздуха, она же шестерка мечей. Это активное продвижение вперед, это умножение вашего дохода, это возможности. Для кого-то от интеллектуальной деятельности, для кого-то от дистанционной, удаленной работы, работы через интернет. Можно было бы сюда привязать вопросы логистики, так как в классике, но человек здесь, видите, сидит, не движется, то есть нет передвижения. Это больше вопросы интеллектуального труда, дистанционного труда. Поэтому здесь тот, кто работает головой, будет зарабатывать очень хорошие деньги. Либо тот, кто работает руками, то есть усидчивость, видите, будет вам сулить хорошие доходы, хорошие перспективы. В любом случае, абсолютно для всех это получение денежных переводов, это увеличение заработка, по крайней мере, на этот месяц. Кстати, основная проблема многих, что многие связывают деньги только с работой. Деньги к вам приходят не только от работы. Это может быть бонус, подарок, вернули долг, социальная выплата. Просто кто-то решил сделать какой-то презент, подарил вам деньги. Ребят, ситуации могут быть абсолютно разные. Поэтому финансы – это не только заработок от традиционной деятельности, которой вы занимаетесь. Далее, вопросы здоровья. Восьмерка воды, восьмерка дождя. Эмоциональная нестабильность, качели, то плачем, то смеемся, часто хандра, депрессивное состояние, либо просто, знаете, как непонятные эмоции, сентиментальность повышенная, ранимость, обидчивость. У кого-то это связано с переменой времени года, у кого-то с гормональным фоном, у кого-то просто, знаете, как стресс, который накапливался внутренний длительный период, выходит наружу, дает о себе знать. То есть для каждого это будет разное проявление. Но, тем не менее, обращаем на это внимание, пытаемся стабилизировать свое психоэмоциональное состояние, а также следим за вопросами кровотока, лимфотока в организме. Чтобы, если проблема с отеками, обращаемся к врачу. Вопросы личной жизни. Здесь у нас выходит королева жезлов. Карта лидерских позиций, амбиций, харизмы, сексуальности, достижения, триумфа. Посмотрим, чем она будет созвучна для каждого из вас. Итак, для тех, кто у нас свободен. Луна. Обратите внимание, девушка на подоконнике, сидит, смотрит на Луну, сидит, ждет. То есть здесь это проработка своих страхов. Это не сидеть, знаете, как закрывшись в ожидании в сторонке и осознанный какой-то интровертизм. Нет, тут не про интровертов. Здесь не опускать планку. То есть не бояться, что вы останетесь не у дел, одна или один. Здесь соответствовать тому своему внутреннему огню, который в вас может зажечь другой человек. Но здесь, опять же, не поддаваться на какие-то уловки, на какую-то лесть, фальшь, не вступать в разовые связи. Здесь лучше, знаете, как иметь отчуждение, но оставаться при своих интересах, сохранить свое достоинство. Если мы посмотрим ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках, королева жезлов и четверка воздуха, у нас королева огня, господи, пепла. Вы меня поняли, оно одно и то же. И четверка воздуха говорят о ситуации заявить о себе и своих каких-то целях, а именно четверка воздуха у нас карта покоя.
покоя, отдыха, восстановления. Это может быть поставить на паузу отношения с целью пробудить как наново какой-то импульс в отношениях. Знаете, как чтобы заново взошло солнце. Для себя осознать какие-то моменты, насколько вы значимы в этих отношениях, есть ли у человека к вам страсть, чувства и эмоции. Я не могу здесь сказать о завершении. Здесь это временная пауза с целью переоценки системы ценностей. И если мы посмотрим ситуацию для тех, кто у нас находится в стабильных союзах, королева пепла и пятерка камней, вот здесь может идти осознание, что все, что человек уже не дотягивает до вас, до ваших амбиций, целей, планов, каких-то, знаете, как новой планки. Безусловно, это не может однозначно отыграться для всех. То есть кто-то по-прежнему будет оставаться в паре, но при осознании, что вы слишком уже разные. То есть меняется время, меняются люди, мы меняемся ментально, эмоционально, мы меняемся физически. И так и вы можете осознать, что все пусто. Вы, допустим, просто партнеры по сожительству, партнеры по воспитанию детей или по ведению совместного бизнеса, но не более. Потому что, видите, какая-то вот отчаяние, пустота, потому что у вас уже другая планка, иные цели. Нужно эти отношения отпустить, но вы пока еще не решаетесь. Что с точки зрения рекомендаций от карт? У вас здесь ложится рыцарь воздуха, он же рыцарь мечей. Резкость, решительность, молниеносность. То есть даже если ситуация вам приносит какую-то боль и разочарование, это, знаете, как необходимость отсечь для того, чтобы эта ситуация не отравляла вас дальше, не несла в вашу жизнь какие-то неприятности и разрушения. Опять же, аркан активности, который призывает к действиям. Вопросы поездок, смены места жительства, эмиграции. Для кого-то просто расставить не то чтобы точки над «и», а высказать свою точку зрения, свои взгляды, отстоять наконец-то их, а не там стоять мямлить в сторонке. То есть проявить свое активное жизненное начало. Мы сейчас посмотрим с вами неожиданность этого периода. Что здесь? Солнце, дерево, сад. И здесь у нас звезды. В большей степени, конечно, ситуация будет касаться вопросов здоровья, как вопросы восстановления, исцеления, и, знаете, как привести в норму гормональный фон и ваши внутренние ощущения. Это первое. Второе, если это касается каких-то отношений. Но если деловые, то ладно, потому что Солнце, дерево и сад стать более независимыми партнерами, это рассматривать для себя новые какие-то социальные связи. Если это касается личных отношений, особенно которые уже длительный период, то отношения уже могут перейти в формат свободного союза. И оставаясь в паре, вы можете уже рассматривать для себя перспективы новых знакомств. Это не я вас к этому призываю, это я говорю, что у вас может действительно сложиться такая ситуация. Вы можете для себя принять такое решение, быть в свободном партнерстве. Ну, потому что открываю карту, видите, здесь падает карта гроб. Отношения, которые, допустим, себя уже исчерпали. Поэтому у многих может быть такая ситуация. В любом случае, весь негатив я для вас перекрываю позитивом, чтобы отыгрались только положительные моменты. Поэтому вам легкого старта, вам сил, вам движения вперед, знаете, как какой-то поддержки, ну и, конечно же, активности. И пусть все какие-то эмоциональные неурядицы уйдут в небытие, а вы будете наслаждаться своей жизнью. Вот таким вышел расклад на декабрь месяц. От вас по прошествии периода буду ждать обратной связи, как для вас отыграется эта информация, данный расклад. Верю в то, что для вас он будет во благо. С вами я не прощаюсь. До новых встреч.